Я многих гоню. Ко мне приходят, я говорю, не надо ко мне ходить. Пожалуйста, самостоятельное решение. Бывает же такое решение. Они же многие звонят и говорят, ну да или нет. Ну вот кто-то скажет, я вас благодарю, вы подтвердили мои догадки, что я двигаюсь верным путем. У каждого человека бывает история, когда ты вроде бы да, вроде бы нет, и начинаешь сомневаться. Но чаще вот я подтверждаю, как будто человек все равно знает, куда ему идти. Вот когда говорят, в каком пантеоне вы работаете? Я всегда смеюсь. Ну, вы о чем? Есть разные культуры, разные эпохи, разные этапы. И если тут эту богиню звали так, здесь ее зовут так, но она означает просто энергию, которую попытались как-то обернуть в некое божество. И мне здесь очень нравится концепция, она, может быть, не до конца раскрывает и дает ответ на ваш вопрос, когда мы представляем себя неким проводником, некой трубой, как говорят шаманы, да? Ты проводник, ты труба. Чем чище твоя труба, тем лучше ты получаешь информацию. Я занимаюсь регрессией уже больше 20 лет, и у меня есть уникальные опыты. Есть опыты, допустим, одна девушка, по ней видно, что явно она не читает историю и явно не интересуется. Она очень творческая, совершенно не про это, с подвижной психикой. И явно видно, что человек не изучал. Так когда она описывала, что она король во времена, причем она там даже чуть ли не там Йорки и Тюдоры, то есть какие-то такие истории, что она последняя видит стрелу, которая прилетает ей в глаз, а король не совсем такой популярный, чтобы, допустим, рассказываться там на уроках истории в школе. Я потом сидела очень долго, гуглила, и я нашла этого короля, который был убит стрелой на поле боя, там примерно в таких-то годах, и звали его так-то. Она явно этого знать не могла. Здравствуйте, Аделина. Очень рад, что вы пришли сегодня на наш подкаст. И у меня первый вопрос. Вы знаете, обычно всегда задают какие-то такие вот, как у вас, что это происходит. Но мне, наоборот, интересно, что вы хотели бы рассказать зрителям, то, чего вас обычно, или не спрашивают, или хотелось бы просто поделиться. Здравствуйте. Хотелось бы, конечно, поделиться тем, что в настоящее время магия стала чем-то таким, каким-то страшным, порицательным, каким-то максимально, можно даже сказать, греховным, отрицаемым и так далее. А на самом деле, учитывая кино, телевидение, радио, весь этот посыл, который идет, люди, мне кажется, совершенно в этом запутались. И, наверное, хотелось бы поговорить о том, что скрыто за гранью материального мира, за гранью реальности, такая тонкая грань, которая граничит даже где-то с наукой, а науку я всегда называю внучкой магии, такой доказанной внучкой магии. И хотелось бы, наверное, по-честному рассказать, что это на самом деле и откуда это все идет. Так вот, магия – это все-таки волшебство или технология? Или это все вместе? Честно скажу, вот этот вопрос задают его, честно, постоянно. А как вы поняли, что у вас способности? А что у вас там случилось? У меня нет каких-то историй, там, не знаю, что-то там ударило током, клиническая смерть или что-то кто-то прозрел. Я просто видела с детства. И когда ты выходишь в социум, ты понимаешь, что ты другой, ты отличаешься. И сказать, что это технология, нет. Я очень много изучала этот вопрос, потому что в мое время не было ни курсов, ни интернета даже как такового, поэтому я шла таким своим каким-то путем, через даже некую грань, может быть, даже сумасшествия, потому что ты не понимаешь, что с тобой происходит. Не было учителей, это как-то не принято было, это был Советский Союз, там ни бога, ни секса, ни магии, ничего не существует. И родители всегда говорили: это хорошо, что ты видишь, что у дяди болит живот, но только на улице никому не рассказывай, потому что иначе увезут. Это же так у нас было. Поэтому мое изучение было достаточно таким серьезным. Я изучала, как это работает, почему это работает. Какую-то хотелось привести систему. И вы сейчас удивитесь, даже я где-то скептик. Я не верю многим. Потому что сколько я искала видящих людей, вот говорят, там какой-то колдун, там кто-то, и ты приходишь, а там нет. И ты понимаешь, что такого не может быть, вот кто-то же должен быть. А сейчас как будто мы живем в такое время, как будто каждый второй со способностями, каждый второй что-то может. Нет тут единой системы, мне кажется, поэтому наука не может признать магию, потому что нет повторений, нет какой-то закономерности, нет этой системы, ее не существует. Я даже проводила эксперименты. Допустим, в какой-то день я
прекрасно вижу, когда человек родился, а в какой-то день нет. В какой-то день я вижу, как звали дедушку, прабабушку, имя целиком, а в какой-то день только букву, а в какой-то день ничего. Как? И я в какой-то момент поняла, что это не зависящее от меня обстоятельства. Вот что нужно передать человеку, то я и передаю. Я почему про технологию спросил? В 80-е годы, вот в 89-м году запрет главлита сняли на публикацию всех вот этих вот сообщений про аномальное, про интересное. На самом деле еще в 82-м году мне попался самоиздатовский вариант книги Папюса «Черная магия». Все через это прошли. Так там же прям инструкция, вот что нужно, чтобы сделать то-то и то-то. Нужно рисовать такой пентакль, нужно изготовить такое-то, нужно призывать такое-то. Ну, реально технологический процесс. Почему я спросил про технологии? И вот, наверное, даже не про это, а все говорят черная, белая магия. А можно ли вообще магию делить на черное и белое? Ведь это единый процесс. Просто в одном случае получается хорошо, как человек ожидает, а в другом случае не очень. Но это опять же не черная магия, а просто так сложились обстоятельства. И обстоятельства так складываются. Но вот этот ассоциативный ряд у человека в голове, что как будто черная магия — это обязательно какие-то кладбища, что-то там, какая-то кровь, мясо, что-то такое пугающее, но очень интересное почему-то для людей. А белое — это вот что-то цветочки, поле, вот эти девы, травы в лесу собирают, да, что-то вот такое. На самом деле это абсолютная глупость и наносная какая-то картинка, опять-таки из средств массовой информации. Не существует такого. Можно ли сказать о человеке наверняка и на 100%, что он хороший? Нет. Можно ли сказать о человеке, что он плохой? Тоже нет. Один скажет, это мой любимый муж, а второй скажет, что он преступник. Вот. Здесь так же. На самом деле изначально магия, мы так уже говорим магия, да, мы взяли это понятие как способности или возможности видеть, чувствовать и знать что-то большее. Это во благо. Это про то, что я, знаете, как всегда воспринимаю, что у каждого человека есть своя дорога, свой путь, а человек видящий его видит и поможет тебе подсказать, чтобы ты с него не сбился. И я тут не вижу никакого злого умысла. И мне кажется, если так стереотипно ответить, что вот эти злые какие-то ведьмы, колдуньи, вот этот весь образ, это, может быть, даже какие-то непризнанные гении, которых не оценили по достоинству или они не были правильно отблагодарены. То есть это же всегда какие-то гонения были. И как была шутка, да? Почему все боятся ведьм, а не тех людей, которых их сжигали? Вот в этом суть. Да, «Молот ведьм» Шпрингера и Инститериса. Великолепная, уникальная книга на самом деле. Мне вот всегда вопрос мучает. Я так немножко тоже как бы что-то вижу, что-то слышу, чего-то могу. Когда мы человеку, видя и понимая некоторые вещи, что-то советуем, ведь фактически вольно или невольно мы немножко начинаем его программировать, вмешиваясь в тот путь, который заложен в него изначально. Имеем ли мы на это вообще право? Тоже проверяла, не работает. Думала, вдруг я программирую человека, и он так мне вот поверил, что у него такие мысли, и он вот идет свято, поэтому там притягивая, да, возможно, какие-то мысли, факты. Нет, специально намеренно не говорила, все равно у людей это происходило. Причем я даже вела такую тетрадочку, я прям фиксировала. Вот в таком-то месяце должны развестись. Не говорю, разводятся в этом месяце. То есть тут у меня есть даже своя какая-то статистика. Не работает. Вмешиваться мы не имеем права, и адекватно видящий человек, он не будет говорить какие-то дурные вещи. Вот знаете, даже сидит буквально там какая-нибудь там девушка просто с картами Таро, там какой-то таролог, и вот она, работа плохая, мужик отвратительный. Это уже какая-то черная магия. Вот эта установка. Зачем так говорить? Почему нельзя по-человечески сказать? Смотри, работа — это твой этап в жизни. Почему? Для чего? Возможно, не пойдя на нее, ты не встретила бы какого-то человека или не попала бы на следующую. То есть нет же здесь ни хорошего, ни плохого. Оно все безликое. Это человек все окрашивает в плюс или в минус. И получается, программа устанавливается, мне кажется, вот каким-то страхом, испугом, когда говорят: ой, все, конец света. Это обычно так мошенники действуют, да? Они же говорят: все, срочно, демоны злятся, я зажгла свечи, плати деньги. Это же вот так работает обычно. Мне, знаете, что всегда удивляет? А почему люди так боятся сами принимать решения, что идут к психологам, идут к видящим людям? Чего человеку не хватает? Как вы думаете? А я вам скажу. Я многих гоню. Ко мне приходят, я говорю: не надо ко мне ходить. Пожалуйста, самостоятельное решение.
бывает же такое решение. Они же многие звонят и говорят, ну да или нет. Ну вот кто-то скажет, я вас благодарю, вы подтвердили мои догадки, что я двигаюсь верным путем. У каждого человека бывает история, когда ты вроде бы да, вроде бы нет, и начинаешь сомневаться. Но чаще вот я подтверждаю, как будто человек все равно знает, куда ему идти. Но вот этот перенос этой ответственности – это двоякая история, потому что действительно, я не могу сказать, что все будущее вариативно. Нет, бывают фиксированные события, и ты иногда должен быть к ним готов. Но бывает твой выбор. Что ты, какое решение примешь? Пройдешь ли ты свой какой-то урок? От этого зависит дальнейшее. Ты по своей судьбе пойдешь прямо и по свету, или ты там в лесу где-то будешь плутать, и непонятно, когда ты выберешься. А почему люди не принимают решения? Ну, мне кажется, здесь вопрос, наверное, какого-то воспитания, образования. Я не в плане образовательной системы, а в плане того, что ну, вот как мы с вами, да, учились, это форма, это туалет поднять руку, это ты всегда знаешь, во сколько ты встанешь, во сколько ты ляжешь, часы работы, какая-то слаженность, четкость, ты сам как автомат. И когда такие люди воспитывают новых людей, они их воспитывают через призму собственного видения. И потом эти дети вырастают, и они не понимают, а куда идти? Что делать-то надо? Они не могут принять решение. Все-таки задам тот вопрос, мне всегда интересно, вот истоки. Вот вы говорите, у меня это сразу было. А что сразу было? С чего начинается понятие, что я немножко другой? Легко. Мне было, я помню, года 4, и у нас в семье было 2 попугайчика. Такая мода была, все волнистых попугайчиков покупали. И был мальчик и девочка, и мальчик был очень такой забитый. Она его все время тюкала, мне его было жалко, я с ним, можно сказать, дружила. И он только ко мне и подходил. И когда выпускали их из клетки, мы жили в коммунальной квартире, это была большая такая комната метров 30 с огромными потолками, они вылетали и садились на карниз. И я отчетливо это помню, я садилась и вылетала из тела и летела к нему. То есть я садилась рядом со своим другом. Когда тебе 4, ты делаешь это интуитивно. Ты не думаешь, что это какой-то выход из тела, это какой-то астрал. Я даже не знала таких слов, я просто это делала. Потом, если у кого-то что-то болело, я видела. Допустим, там у человека болит голова, вот как будто он какое-то красное становится пятно. Если что-то совсем плохо, оно как будто совсем бордовое или черное. И когда ты маленький, ты не понимаешь, это нормально, ненормально, что ты всех видишь цветами. Запахи другие, не такие, как физические. Это запахи, допустим, ну, можно так сравнить, прекрасных лилий, если девушка беременная, может быть, даже не знает об этом. Это запах какой-то вот гнили, если кто-то уже вот близок, да, к своему концу или какая-то болезнь. И вот мир соткан из этих запахов, из этих каких-то цветов, красок, звуков. Потом вообще были страшные истории, я вот вам признаюсь. Я могла сидеть вот тут с вами, а через 5 минут я на улице какому-то человеку что-то говорю. А как я туда добралась, я не знаю. И мне было безумно страшно, потому что я боялась, где в следующий раз я посреди дороги очнусь или в другой стране. И, как правило, я говорила что-то, что было очень важным. Не едь, не ходи, проверь желудок, какие-то, брось курить. Вот какие-то такие слова очень важные. И как будто это говорила не я. Я обнаруживала себя в моменте, когда мой рот произносит слова. Это было страшно. Потом я научилась контролировать это состояние. Это, наверное, вашим родителям надо спасибо сказать, потому что я со многими общаюсь. Я по первому образованию учитель начальных классов, так получилось, что я со многими родителями, детишками общался. Действительно, многие что-то видят, что-то чувствуют. Ну, как родители, ой, да ты там, у тебя это самое, фантазируешь. Выдумываешь. Да, и получается, что ребенка искусственно вот принижают, ограничивают. Ребенок думает, начинает, это какая-то ерунда. Насколько важен вот именно фактор влияния родителей, чтобы не остановить вот то, что ребенок получил? Родителям вообще важно наблюдать за своими детьми и, наверное, в каком-то плане не воспитывать их через себя, как я бы, а учитывать уникальность и индивидуальность. Обычно часто такое бывает, да, родители почему-то свою недореализацию компенсируют на детях. Вот иди там в гимнастику, иди пой, иди танцуй, или, как нам раньше говорили, нет профессии такой саксофонист, иди на завод, да, то есть это же тоже убивает какие-то личностные желания, способности, моменты. Родителям надо обращать внимание, потому что такой ребенок может на самом деле встретить каких-то друзей, которые дадут ему советы или подсказки, да, разные же дети, кто-то послушается, а кто-то наоборот.
И да, действительно, спасибо родителям, но в моей семье очень много было видящих людей. И даже известные люди, которые показывались по телевизору даже в Советском Союзе, тоже имеют отношение к моей семье. Бабушка у меня была целительницей, и когда люди говорили «вам к бабке», это вот было как раз к моей. Все детство мы наблюдали, как паломники в палатках ждут приема, потому что она там лечила бесплодие, онкологию, то есть вот эта толпа людей особо деньгами, ну кто-то оставлял деньгами, чем приносили, то и брала. При этом у нас хороший был дом, у нас была возможность жить в городе, и бабушка отказывалась, она всегда говорила «это мои дети». То есть она всю жизнь посвятила лечению людей, поэтому в моей семье это в принципе было не чем-то таким аномальным, мне здесь, наверное, повезло. Вот мы когда с вами говорим, ну я со многими тоже разговариваю, вот все эти образы видения, информация, откуда оно приходит? У вас на сайте очень хорошее слово написано «Акаша», оно мне очень нравится, но все его понимают по-разному. Кто-то называет это вот какое-то глобальное поле, где записывается, вот как в интернете все. Другие говорят, нет, это другое состояние сознания. Что такое хроники Акаши и откуда мы получаем, вы, в первую очередь, информацию? Ну, это же действительно есть такое общее информационное поле Земли. Ой, я тоже изучала этот момент. Акаша – это же санскрит, это же не наше слово, можно назвать по-другому. Информационная библиотека – это будет то же самое. Я тут немножко отступлю, хочу рассказать, как люди очень путают вообще все понятия. Даже если мы берем моменты, я уже чувствую, мы туда куда-то перейдем, моменты пантеонов и божеств, тут тоже прям у меня очень много вопросиков. Вот когда говорят, в каком пантеоне вы работаете? Я всегда смеюсь. Ну, вы о чем? Есть разные культуры, разные эпохи, разные этапы. И если тут эту богиню звали так, здесь ее зовут так, но она означает просто энергию, которую попытались как-то обернуть в некое божество. И мне здесь очень нравится концепция, она, может быть, не до конца раскрывает и дает ответ на ваш вопрос, когда мы представляем себя неким проводником, некой трубой, как говорят шаманы, да? Ты проводник, ты труба. Чем чище твоя труба, тем лучше ты получаешь информацию. Мне кажется, вот это поле, оно висит над всеми, и все это запечатлено и записано, вот эта многомерность пространства, отсутствие, на самом деле, настоящего, прошлого и будущего, и много что предрешено и уже существует, просто мы туда пока еще не дошли. И видящий человек, он, как называют, экстрасенс. Давайте расшифруем. Это тот, кто чувствует, знает, видит что-то больше, чем обычный человек. Сенсорика, чувствование. Тут все достаточно примитивно. Человек, который чувствует. Вот как приходит знание. Бывает, смотришь на человека и видишь, что там, допустим, есть ребенок. Вот я вот на вас смотрю, я понимаю, что сын есть какой-то очень такой, как продолжение любимое. Я даже букву вижу. Буква «Д», как мне кажется. Вот откуда? Я просто знаю. Я не даю своему уму включиться в этот момент, потому что если я включусь, я могу потерять эту нить. Это должно быть какое-то такое потоковое, свободное состояние, где ты просто читаешь. Без анализа. Абсолютно. То есть безаналитическое получение Да. информации. Когда включаешь анализ, начинает рушиться, да. Потому что ум – это просто архив, это база данных, знаний, фильмов, книг, учителей, школы, родителей, я не знаю, соседей, кого угодно. И уму всегда нужны ответы. Ум как говорит? Мне причудилось, этого не может быть. А видение и знание, назовите интуицией, да, допустим, она не анализирует, она просто принимает то, что есть. И если читать что-то от ума, ничего не получится. Тут надо прям подряд все. Вот что идет в голове, я не знаю. Акваланг, лев, тигрица, я не знаю. Вот все подряд. Вот только тогда можно прочитать. Все же уже написано в поле. Мне, кстати, очень нравится теория о том, что когда человек сюда приходит, маленьких малышей, у них всегда же есть родничок, да, мягкое место, которое не закостенело. И по мере того, как оно закостеневает, тут начинается хитрая игра судьбы. Мы вроде бы уже можем все объяснить, хотя бы что-то выразить и сказать, но в этот момент мы забываем все. И считается, что у видящих людей не до конца зарастает этот родничок, и есть определенный канал, вот эта связь, которая дает возможность считывать информацию о других людях. По поводу видений, как оно приходит? Допустим, была ситуация как-то, я общаюсь с клиенткой, она задает вопрос про себя, про личную жизнь, про здоровье. Резко у меня в голове картинка.
и мне не свойственное. Я не люблю кладбища, это вообще отдельная история, я считаю это великим злом, оно не должно вообще присутствовать, потому что это мертвая земля, которая портит нашу землю. Но я вижу кладбище, и я вижу памятник, круглая фотография, и так вот по-старому написано красиво, так каллиграфически «Сергей», и фотография молодого парня. И я говорю: вы были недавно? Она говорит: да, откуда вы знаете? А я не знаю, откуда я знаю, я просто вижу. И я говорю: ну, похоже, вам от него привет. Она в шоке. Так и я в шоке, только я не даю себе возможности в этот шок зайти. Я потом проанализирую. И она говорит: а как вы это узнали? Я ходила к своим и просто увидела молодого парня, неубранная была вот эта могилка, я просто прибралась. Я говорю: так вот, вам спасибо. Откуда я это знаю? Я не знаю, я просто знаю, и все. Это состояние вспышки, как мы называем. Угу. Так, наверное, лет 30 наблюдаю за собой, друзьям рассказываю, у них тоже получается. У нас же есть такое состояние, как говорят, чуйка, предвидение. Вот идешь ты где-то и понимаешь, что вот я сейчас подскользнусь, ну, условно говоря. Потому что не, ну ерунда. И да, через 5 минут подскользнусь. Или наоборот, что-то на плите, условно говоря, готовишь и понимаешь, что сейчас тебе кипяток капнет. Да не может быть. Реально где-то повернулся, бах, кипяток. И вот когда мы начинаем вот это состояние не отвергать и не пытаться анализировать, а на нем заострять внимание, Да. потом начинают происходить чудеса. Сначала у тебя вот эти озарения на 5 минут, потом на 10, а потом ты начинаешь вот это состояние использовать в жизни. Отсюда вопрос. У меня получилось, друзьям подсказываю, получается, может ли в принципе человек, ну не там, не глобально что-то, вот такими вспышками каким-то образом корректировать свой путь, избегая, как говорят, острых камней? В принципе, может. Где мы держим фокус внимания. И тут надо не путать, потому что вот эта интуитивная чуйка, она же тоже еще делится. У нас же есть помимо видения просто животные инстинкты, которые есть абсолютно у каждого человека. И в момент опасности человек почему-то не думает, допустим, о том, что даже сидя спиной к стене, его тело считывает, что за ним. Тело имеет свой разум, и мы все это знаем. Как бывает, да, какая-то травма у человека случилась, и у человека потом там дергается лицо, просто там руку к нему кто-то тянет, потому что травма у тела, надо это снимать. И тело все считывает, и кипяток предстоящий, и машину, которая сейчас поедет, и даже ощущение. Вот вы единственное не перечислили, бывает, смотришь, на столе зарядка лежит, и думаешь, надо взять, и не берешь. И вот как раз она через 5 минут, там 20, 30, час нужна. Это делает животный инстинкт, какой-то базовый, выживаемость. А вот экстрасенсорика, мне кажется, это уже больше что-то глобальное. Это когда ты можешь читать пути других людей, но для этого нужен опыт и практика. Без практики это невозможно. Как спрашивают, вот мне тут приснилась мертвая бабушка моя, наверное, у меня способности. Я говорю: да мертвая бабушка ваша – это счастье и радость, вас навестили предки, она вам и должна сниться. Странно, что вы этому удивляетесь, это может любой человек. Какие-то примитивные вещи может любой человек. Например, почистить там энергетику в доме, ну как минимум. Дома же сохраняют это все. Человек – единственное существо, кто выдает импульс энергии, либо плюс, либо минус. Как мы и живем, мы же все делим. Хорошо, плохо, добро, зло. Мы не понимаем, у нас везде вот эта вот бинарность есть, да, что у нас либо так, либо так, либо так, либо так. И вот если мы говорим о домах, то бывает, едешь там куда-нибудь, ну, допустим, там на машине, на автобусе, вот старая деревня, и прям видно, да, что человека давно там нет, дом как будто стал уже мертвый, вот без человека, как будто он пустой. А где-то видно, что еще живут, и это не видно по шторам или там... Ощущение. Ощущение, да, там свежеповешенное белье какое-то, это ощущение, что дом живой, в нем есть человек, потому что энергия держит. Когда энергия сходит, дом тоже уходит. И какие-то элементарные вещи. Мы же живем в материальном мире. Многие говорят, да это все фигня, это все мошенники, шарлатаны. Как вот недавно я повесила видео о том, что нельзя задувать свечи. Вы бы знали, сколько людей, какое посыпалось. Да задували, вы объясните это детям. Да все было нормально. Я говорю: ребят, вы просто подумайте о том, что это огонь, это жизнь, это же старое обрядовое действо, где ты загадываешь намерение свое на год. Так если ты его загадал и задул, получается, ты его аннулировал, но включите голову. И там такой пошел спор. Люди даже этого не понимают. Многие действия люди делают как-то вот по поводу выбора, да, они даже не задумываются. Они делают по наитию. Так принято, так надо. Знали бы вы, какой у меня интересный был однажды эксперимент. Меня спросили, покрасила ли я яйца на Пасху. Я говорю: а зачем вы это делаете?
Мне не ответили. Я принципиально опросила человек 50. Ни один не ответил, зачем он это делает. Поэтому люди могут многое. Мы все знаем, что мозг изучен там на 3-4%, только никто этим не пользуется и как будто бы и не хочет. Вот что страшно. Да мы толком-то не знаем, где у нас вот это все наша память хранится. Да. Я тут с друзьями, с компьютерщиками разговаривал, они сравнивают мозг с процессором. Там сколько там, много миллиардов нейронов, ну и в процессоре тоже. Так вот, ребята ради интереса посчитали, перевели вот эти вот клетки нашего мозга на биты и байты. И оказывается, что вот та аудиовизуальная информация, если мы говорим, что она в мозге хранится, у нас же есть электромагнитная теория, химическая теория, остальные отвергаются. Хватит нашего мозга, года на 2-3, чтобы все сохранить вот это. А при определенных обстоятельствах мы же можем вспомнить, как мама пахла, когда она тебя в люльке целовала. Там Да. такие эмоции могут. А вот откуда это все берется? Ну так это мозг запоминает. Есть же специальные практики регрессионного, да, такого с характера, свойства, путь назад, где можно даже увидеть, я не знаю, кафель в момент вашего рождения. Но это все-таки мозг запоминает, или это в какой-то полевой структуре хранится? Мне кажется, отдельной? это запоминает и мозг, и полевая структура тоже. Потому что все-таки давайте не забывать о эгрегорах, да, как их любят называть. Некое вот это облачко, скованное единой какой-то целью. И действительно же это рабочая история. Есть большие, так скажем, да, энергополя, которые хранят информацию. Например, это какие-то религиозные эгрегоры или какие-то эгрегоры, там, связанные со страшными действиями, допустим, какими-то военными, да, где полностью все там агрессируют друг на друга. Или, наоборот, добрыми, чего, кстати, очень мало сейчас на нашей планете. Даже семья создает свой какой-то эгрегор. Мы же все сплетаемся, у нас очень много этих нитей, которых мы не видим. Почему женщина считывает своего мужчину на расстоянии? Она с ним связана. И женщина, кстати, априори больше интуитивна. Вот это животный инстинкт. Потому что женщина рожает ребенка, он не говорит, а она должна уже понимать, что у него болит животик, или он хочет есть, пить, спать и так далее. И до 3 лет мать вообще единое поле с ребенком составляет. Она также даже и говорит: мы поели, мы попили, мы погуляли, мы. Потом после 3 лет идет уже отделение, то есть он уже становится уже целостным персонажем. Поэтому мы здесь очень сильно все связаны. Мы знаем прекрасно, что если мы дружим с кем-то, общаемся, как мы начинаем, да, страдать без человека. Привычка мы это называем, привязанность. А это действительно привязанность, только еще и энергетикой. Вы термин сказали «регресс». Угу. Я, честно говоря, очень скептически отношусь к регрессу, когда речь идет о том, что вот мы сейчас зайдем в ваше сознание и узнаем, кем вы были в прошлой жизни. Что такое регресс? Изначально регресс – это путь назад. И он же используется и даже в элементарных терапевтических целях. То есть бывает какая-то травма или ожидание травмы, какой-то страх, даже которого, может быть, и не было в прошлом, который, да, там в детском подсознании заложился, и ребенок, допустим, ходит, теперь боится кустов, потому что он где-то в кино увидел, что там змея может выпрыгнуть какая-то на него. И путь вот этот назад, он может быть в течение этой жизни, в момент рождения, жизнь между жизнями и даже далее. И на самом деле наука уже, мне кажется, вздыхая, готова это признать. Был такой профессор, по-моему, он профессор, я могу здесь ошибиться. Он проводил некий такой исследовательский эксперимент. Многие дети говорят о том, что «а я был моряком». Или ребенок в 4 года говорит: «а у меня тоже был обрез». Нигде он обрезов никогда не видел. Некоторые дети даже говорят: «меня там звали, не знаю, Гваделупе Суарес, я прыгнула с башни с какой-то в таком-то городе». И он собирал вот эти истории от родителей и поднимал архивы. Многие дети помнили даже улицу, могли описать дом. И действительно, по архивам была такая Гваделупа, которая прыгнула с крыши. Мне кажется, это многое уже доказывает. Но это все-таки получается именно вот по классической теории, как сансара, перерождение. Или, условно говоря, знаете, вот как пазл, что-то наверху собрали, и бабах, и ты можешь быть этим, и помнить одновременно сразу несколько, условно говоря, воплощений. Тут сказать очень сложно, потому что, мне кажется, у всех история разная. И кто-то может... Тут вот это действительно круг сансары. Кто-то, может быть,
убил кота, и теперь как себе же, да, в понимании сути, он в следующей жизни будет убитым котом, чтобы прожить эту историю и понять, это же опыт души, рост, чтобы далее не делать таких же поступков. Мне кажется, от этого колеса не то, чтобы не уйти, это же не кто-то управляет, эта душа сама принимает такое решение. На самом деле, я занимаюсь регрессией уже больше 20 лет, и у меня есть уникальные опыты. Есть опыты, допустим, одна девушка, но по ней видно, что явно она не читает историю и явно не интересуется. Она очень творческая, совершенно не про это, с подвижной психикой. И явно видно, что человек не изучал. Так когда она описывала, что она король во времена, причем она там даже чуть ли не там Йорки и Тюдоры, то есть какие-то такие истории, что она последняя видит стрелу, которая прилетает ей в глаз, а король не совсем такой популярный, чтобы, допустим, рассказываться там на уроках истории в школе. Я потом сидела, очень долго гуглила, и я нашла этого короля, который был убит стрелой на поле боя, там примерно в таких-то годах, и звали его так-то. Она явно этого знать не могла. Были случаи, когда девушка вставала из регрессии, брала ручку и слева направо писала арабской вязью. Она не знала, как это писать. И причем она написала слово «мактуб». Так предрешено. Вот это вообще аж до мурашек было. Были случаи, где человек, девушка обратилась, она не могла никак сбросить какой-то вес, и постоянно она говорит, я все время вижу воду, я пью, и хлеб, у меня все время вот этот хлеб, я не могу остановиться. А в прошлой жизни она была деревенским парнем Василием, как она представилась, который попал в блокаду Ленинграда. Это был крупный парень с большими руками. И вот эта паюшка хлеба, которую он берег, это единственная была еда. И вот сейчас в этой жизни она не могла остановиться. Это же можно сходить туда и немножечко переписать. Знание дает понимание. Есть понятие, оно, кстати, в шаманизме. Испокон времен. А шаманизму, как бы мы знаем, сколько уже тысячи лет, это только что мы нашли, да, что мы раскопали. Осколок души, который остается там где-то в прошлом. Кто-то, может быть, чуть не упал со скалы и теперь боится высоты или что-то подобное. Я видела даже, где у людей проблемы с голосовыми связками, а в прошлых жизнях там действительно какая-то была жесть, что-то связано там с убийством, отрубанием головы там, и так далее. То есть это действительно есть такая закономерность. Вообще считается, что наше истинное лицо, вот сейчас нынешнее, это симбиоз всех лиц, которые мы проживали в прошлых жизнях. Интересная теория, на самом деле. Помогает людям, скажем, вот погружение в то состояние, кем они были, проживание вот это прошлого? Да, бывают удивительные опыты, прям удивительные. Допустим, молодой человек как-то был с запросом, он говорит, почему я либо делаю, что мне не нравится, и тогда я зарабатываю, а если я начинаю, что мне нравится, я вообще ничего не получаю. И ему же показывают какую-то... Это его подсознание же выдает. Это его душа, которая выдает ему некий сюжет, так скажем, да, из всех его воплощений. Именно этот, который даст советы, подсказку. То есть ответы-то они есть все. Нужен просто проводник, который туда проведет. Ему показывают историю какую-то, где он жил, там что-то происходило. Я бы не поняла, в чем ответ. Он встает и говорит, я все понял, спасибо, это изумительно. И сейчас он зарабатывает, кстати, хорошие деньги. Не объяснил, что он понял? Но он же рассказывал, там была история, какой-то древний город, что-то арабское, Персия, может быть, или что-то, он бездомный мальчик, которого подобрал местный лекарь, аптекарь, алхимик. И так как у него не было своих детей, он обучал этого мальчика. И он его обучил так, у мальчика не было другого ремесла, он знал только это. Когда этот алхимик умер, мальчику досталось все. И вот он делал просто, что он мог. И он как-то делал это не просто даже с любовью, а с каким-то вот «я только это знаю, я только про это и создан». И он тут принимал и бедных, и богатых. И когда он там даже принимал какого-то султана, ему там подарили уже какую-то школу, где он там потом обучал других, дело даже не в этом. Он просто делал свое дело, не ожидая результата. Видимо, это была подсказка, я так понимаю. Аделина, 6 высших образований – это для того, чтобы разобраться в том, что с вами происходит? Практически да. А можно перечислить? Какие? Да, интересно. Пожалуйста.
Тоже удивительно, да, по поводу превратностей судьбы и знаков. Когда я закончила школу, я очень хотела пойти на психологию. Мне было интересно, как работает вообще психика человека. Но что-то меня дернуло, ёкнуло, я зачем-то, последуя, да, каким-то другим судьбам, так скажем, почему-то я пошла на юридический, поняв, что это вообще не мое, не про меня, и с моей повышенной справедливостью совсем все не то, я еще и умудрилась перейти. Закончила я факультет маркетинга. Исключительно потому, что в этом институте можно было перевестись примерно только туда. Но было интересно, было здорово. Реклама, маркетинг. Второе, я вообще хотела пойти на медицинский, потому что я видела людей и понимаю, что человеку нужна петрушка. И вот я как собака, которая все понимает, а объяснить не может. Мне было стыдно, учитывая мою генетику, мой род, моих великих родителей, бабушек, дедушек. У меня там все заслуженные учителя, все там герои Советского Союза, а я вот тут сижу, вам петрушка нужна. Мне как-то было не по себе, научиться было долго. Я пошла хитрым путем, я закончила РГУФК, Институт физической культуры, где тоже была анатомия, биомеханика, и мне стали понятны все процессы, как работает тело человека. А оставшиеся 4 как раз это психологические. Психолог, высшее, психолог-консультант, психолог-педагог. Вот психолог-консультант – это высшее, психолог-педагог, клинический психолог и институт гипноза я закончила, чтобы правильно погружать людей, не нанося им какую-то травму. Насколько люди в гипноз погружаются, кстати? И какой гипноз? Они же разные бывают. Вообще нельзя слово гипноз говорить. А как правильно? Медитативное состояние. Потому что медитативное состояние пахнет чем-то легеньким. А гипноз пахнет цыганями, Кашпировским и страхом. Поэтому правильнее говорить медитативное состояние. Ну, по статистике считается 2% негипнабельные. На мой взгляд, им просто нужно больше времени. У людей бывает настолько сильно развит животный инстинкт при безопасности. Вот сколько ты ему не включай какую-то музыку, он слышит, как вода с трубы капает, или как собака лает, или где его вещи. То есть тут момент очень важно, где человек проходит эту регрессию или там другую какую-то практику. На своей территории кому-то комфортнее, кому-то, наоборот, лучше, на чужой. Кого-то надо накрыть, кому-то тепленько должно быть, да? Кому-то должно быть открытое пространство, кому-то закрыто. Очень много составляющих. Но не хвастовство, я горжусь. Я умудрялась водить даже тех, кто вот прям специально приезжал издалека и говорит, ни у кого не получилось, у вас получилось. Себя вот. проверить. Ну да, то есть у меня очень многие погружаются, это правда. Очень удивительно. Вот регрессинг, я говорю, всегда вызывает оторопь, потому что умом-то я понимаю, что что-то есть, мы просто много чего не понимаем и не осознаем. А с другой стороны, это же так интересно. И возникает такой вопрос, что мы живем в постоянном состоянии какого-то глобального вот этого эксперимента. И вот эти вот души туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И какая цель? То есть идет постоянно, очень долгий, как это в педагогике говорят, лонгитюдный эксперимент. Да. Вот что-то вот должно выкристаллизоваться вот из этой странной планеты, из этих странных человечков. А как думаете, в чем глобальный замысел всего вот этого? Мне кажется, он настолько элементарен и прост, что люди делают из мухи слона. И прям вот сидишь и ждешь, когда все до этого дойдут. Мне кажется, цель — это какое-то единство должно быть. Вот действительно единство. Понимание, что мы не одни на этой планете, что есть и камушек, и жучок, и цветочек, и надо это все уважать. Это единая экосистема. И человек не факт, что тут главный персонаж. Человек — существо, которое может это все содержать. И, возможно, мы тут служим природе, а не она нам. Люди никак это не понимают. Животные. Вы знаете, что по последним исследованиям, допустим, оказалось, что собака реагирует на своего человека даже больше, чем на другую собаку или на вкусняшку, или там на что-то такое. Это самое великое счастье и радость. Как не они нас учат, да, безусловной любви. Кошки, да, каким-то личным границам. Мне кажется, тут все нас чему-то учат. Мне очень нравится... Вообще мне очень понравился, кстати, такой вот сериал был «Леонардо да Винчи». Безумно здорово снято, как красиво передано, как он брал то, что уже есть в природе, и оборачивал это все в какие-то конструкции, пытаясь понять этот мир. Очень такой прям замечательный фильм, безумно мне понравился, потому что в природе уже все есть. И когда мы поймем, что есть единое поле, единое знание, единая какая-то, даже не то чтобы задача, ну,
как говорит мой муж, это всегда утопический мир с цветочками и единорогами, который не может существовать, но я все-таки верю, что мы когда-то к нему придем. Мне тут одна теория понравилась, она такая добрая, хорошая, причем она сейчас находит подтверждение, что это не мы приручили кошек и собак, ну, кто-то был волками, кто-то это они нас приручили. И великолепно сейчас под это подводятся научные исследования. Вот шакальцы, которые стали собачками, эти ленивые тигры, которые пришли к людям, чтобы люди приносили им еду. Мы иногда действительно из-за своего вот этого, мы цари природы, какие мы цари природы? Мы не совсем видим, что происходит вокруг. На самом деле это страшно обидно, мы сами себя, получается, обкрадываем. Это правда. И, кстати, про регрессию человек может быть не только человеком. Он может воплощаться и животным, чтобы пройти какой-то путь. И когда я проходила очень много регрессий. Я видела где-то 11 своих воплощений. И честно вам скажу, когда первый раз туда идешь, ты думаешь, какая-нибудь сейчас принцесса, ну что-то там же, такие фантазии. И уж точно никак не думаешь, что ты мужик, шаман, вечно в каком-то трансе. И вот как раз после вот этого воплощения, кстати, там понятно еще цепочка становится, причинно-следственная связь. Почему после этой жизни ты идешь в эту, а после этой в эту. А поподробнее? Да, пожалуйста. И, кстати, вот эта история, что самоубийцы не перерождаются, это неправда. На моем 20-летнем опыте все, кто в прошлых жизнях покончил с собой, как-то сидят сейчас передо мной в кабинете. Там есть другая, кстати, история. Как будто есть какой-то срок жизненный. Если ты обрываешь этот контракт раньше, ты все равно здесь находишься до своего срока, а потом ты все равно перерождаешься. Причинно-следственная связь. Я видела такие цепочки, когда обратилась девушка и говорит: я хочу детей, я хочу семью, на меня не действует социум, общество, но я не могу сидеть на месте. Мне кажется всегда, что это меня как-то затормозит, задержит. И вот у нее прям ярко проживает жизнь. Не в плане там каких-то деструктивных, да, там, возлияний или воздействий, нет, она путешествует там, меняет миллионы профессий. Когда мы с ней сходили в прошлую жизнь, ее жизнь была крестьянкой, у которой было 12 детей, и она не видела ничего, кроме поля и своего дома. Видите, какая причинно-следственная связь? У меня после воплощения вот этим шаманом, насколько я понимала обстановку, это что-то было похоже на американский континент, потому что я от старости уходила умирать в что-то похожее на Гранд Каньон. Я даже видела этот момент, где старческая рука падает. Я очень как будто чувствовала и понимала животных. И у меня был друг орел, ну то есть как-то вот он меня даже там провожал, и следующее воплощение у меня было как раз животным. Я вообще не сразу поняла, что это такое. Но насколько я помню, ты вообще этого не ожидаешь как бы увидеть в своем сознании, насколько я помню, это даже сложно описать. Это невероятное чувство легкости, свободы, где нет времени, где нет расстояний, где нет цифр. Но ты точно знаешь, что где-то справа сидит жаба. Ты точно знаешь, что где-то там есть олень. И человек бы сказал, где-то примерно километр. Там жаба где-то примерно там 100 метров. Нет, ты просто знаешь, что они есть. Ты часть вот этой экосистемы, и ты чувствуешь единство. Это сложно передать. Человек совершенно по-другому все градирует. Человек думает, мыслит, самокопается, самоуничтожает, все пытается запихнуть в какие-то градации и рамки. Там этого нет. И теперь непонятно, кто же тут царь природы. Из этого вывод можно сделать, что излишняя системность, излишняя логика, она бывает возможность чувствовать мир иначе. Да. Человек сам ставит себе границы. Мне очень нравится фраза, кстати, вот 2 фразы, которые люди понимают неправильно. Первая – это «сила есть, ума не надо». Это же явно не про физическую идет речь. Силу – это больше про то, что у тебя есть какое-то усилие, сила, знание, какие-то возможности. Ума не надо, ум тебе мешает. А вторая фраза – «что ты из себя представляешь?» И она же не какая-то вульгарно-ругательная или какая-то такая бытловатая, да? Она же про то, что ты из себя представляешь, туда ты идешь. Кто сказал, что ты такой? И есть хорошая очень практика, я могу поделиться со зрителями. Вот попробуйте представить, что вот есть вы и ваша жизнь, как вы выглядите, чем вы занимаетесь, и вот у вас еще 5 параллельных жизней. Как правило, где-то там из 5 есть вероятность того, что вы могли бы жить и так.